В 2075 году Луна, имеющая историческую связь с Землей, но со своими семьями, традициями и экономикой, стала самостоятельной колонией. Дети, рожденные на Луне, знали, что их корни на Земле, но эта светящаяся голубая планета, которую они, возможно, никогда не увидят, виделась им чужой. Наша история начинается 3 сентября 2081 года, незадолго до затмения Солнца. Мы наблюдаем за космическим кораблем, совершающим посадку на станцию на южном полюсе Луны. В этом особенном месте Солнце всегда близко к линии горизонта. Здесь находятся всегда освещенные Солнцем вершины гор и никогда не видевшие дневного света глубокие ущелья. Поселенцы нашли в них льды, оставленные на Луне кометами много времени назад. Последние несколько лет лунная колония, благодаря производству веществ, таких как гелиум-3, питающие ядерные реакторы, силикон, используемый при производстве солнечных батарей, кислород, дающий силу ракетам, которые летают к астероидам и другим планетам, приобрела уравновешенную выгодную позицию. Наряду с этим развит на Луне туристический бизнес. Еще здесь расположены фермы по сбору солнечной энергии, которые дают силу колонии и отправляют энергию на Землю. Кроме того, лунные базы, благодаря низкому притяжению, способствуют подготовке профессиональных астронавтов, летающих на Марс и ближайшие астероиды. Бабушка С внуками в ожидании солнечного затмения наблюдают за посадкой космического корабля. Земля, бабушкин дом. но для родившихся на Луне внуков чужая планета. Они никогда не видели атмосферы, дождей или планеты, на которой есть жизнь. Они хорошо знали, что их кости и мышцы будут смяты, не выдержав притяжения Земли. Поселенцы смотрят на взлет и посадку космических кораблей. Поселенцы смотрят на взлет и посадку космических кораблей и получают удовольствие от наблюдения за Землей. Когда Земля видна полностью, освещая голубым светом кратеры и горы Луны, это событие становится еще красивей. Семьи, у которых есть телескоп, собираются вместе в эти прекрасные вечера. Время лунной ночи, длящейся 2 недели, близится к полуночи, и в это время Земля выглядит полным кругом. Поселенцы выбрали именно это время для прогулок, как самое красивое. Бабушка, а в этот раз какие особенности солнечного затмения? Луна обходит вокруг Земли за месяц. Во время движения между Солнцем и Землей Луна образует очень длинную тень. В большинстве случаев эта лунная тень проходит над или под Землей. Но в эту ночь наша тень упадет на Землю. И люди с Земли будут наблюдать, как Луна закрывает Солнце. А мы же с Луны будем видеть нашу тень, падающую на Землю, от Атлантического океана до Азии.
Максим, как работает новый телескоп? Легко ли находить планеты? Отлично, бабушка. Я даже уже навел телескоп на Землю, чтобы наблюдать затмения. Я очень рада, что наблюдаю это вместе с вами. Надеюсь, это будет первым из многих увиденных вместе затмений. Максим, наведи телескоп на Атлантический океан. Думаю, наша тень уже видна. Вот то черное пятно – это тень Луны. Люди под этой тенью видят, как Луна проходит перед Солнцем. Ух ты, это наша тень? Выглядит такой огромной. Смотри, бабушка, наша тень достигла суши. Ты прав, Максим. В самом деле, наша тень сейчас проходит по очень старой и интересной стране – Франции. И во время ледникового периода там жили люди. Расскажи мне о ледниковом периоде. Никогда не видел настоящего снега и льда. Видите на полюсах Земли белые льды? Теперь представьте, что вы находитесь на Земле 10 тысяч лет назад. В те времена льды были намного больше, и северные ледники спускались до Европы, до самой Франции. Мы в вашем возрасте читали книги. Теперь же для записи историй мы пользуемся компьютером. До компьютера и книг люди для того, чтобы оставить память о своих приключениях, рисовали картинки на стенах пещер. Так же, как и мы, чтобы выжить, пользуемся источниками на Луне. Люди, жившие в Европе в последнем ледниковом периоде, тоже нуждались в источниках. У семей, живущих во льдах, была необходимость в мясе, жире и в шкурах. Представьте себе огромное шерстистое животное. Называлось оно мамонт. Его мясо насыщало, а шкуры согревали людей. На этих пещерных рисунках и изображена охота на мамонта. Мамонт? Они теперь вымершие животные. Их тела были укутаны теплым мехом, который защищал их от холода. Представьте себе, в мире среди снега и льдов идет война за выживание. На Луне тоже очень холодно, только у нас нет льда. Поспорим, что наши скафандры, как мех у мамонтов, защищают нас от холода. Вид Земли с Луны точно как Земли полнолуния. Сейчас прекрасное время, чтобы наслаждаться голубым светом Земли. Все звезды невероятно яркие, и свет их не мерцает. Свет не мерцает, потому что на Луне нет воздуха. Бабушка, в самом деле наша тень сейчас движется, приближается к Италии. Итальянский сапожок, словно футбольный мяч, пинает остров Сицилию. Дети, посмотрите на этот дым, идущий из Сицилии. Что это, На по-вашему? Луне так ничто не дымится. Может, это пожар? Хорошая догадка, но это намного больше, чем пожар. Это взрывающийся вулкан Этна. Представьте, что мы видим сквозь дым вытекающие из кратера расплавленные камни. Под землей эти расплавленные камни, называющиеся магмой, достигнув поверхности в виде разъяренной лавы, стекают вниз. Скопление этой лавы вокруг кратера образует гору, которую мы называем вулкан. Вулканы других видов до взрыва могут порядком накапливать давление. Когда это происходит, то вся гора исчезает, оставляя за собой огромную дыру.
Кратеры на Луне возникли тоже вследствие вулкана? Нет, на Луне уже не осталось жидкого ядра, способного образовать вулкан. Наши кратеры возникли вследствие столкновения с огромными камнями-метеоритами. У нас повсюду кратеры. А почему на Земле мы не видим кратеров, как у нас? На Землю тоже падали метеориты, но ветер, вода и вулканы со временем закрыли эти кратеры. Кроме того, маленькие метеориты, сгорая в атмосфере, никогда не достигают поверхности Земли. А что было бы, если большой метеорит столкнулся с Землей? Представьте, что вы посетили Землю 65 миллионов лет назад. Планета была тогда совсем другой. Растительность более густая и тропическая. Вокруг не было ни одного человека, лишь множество огромных динозавров. В то время в космосе один метеорит двигался вовнутрь Солнечной системы. Метеорит, пройдя сквозь атмосферу, упал в океан и достиг дна моря. Брызги воды полетели в небо. Столкновение сотрясло всю планету. Возникшие из взрыва волны нагрели воздух и образовали горячие ветры, превращавшие в пепел всю планету. Затем пыль и вода в течение многих месяцев, закрыв солнце, послужили причиной смерти растений и спаду жары. Вскоре умерли и динозавры. Когда облака пыли наконец улеглись, то в живых остались более мелкие и легко приспосабливаемые существа, такие как млекопитающие и птицы. Ничего себе! Наверное, динозавры очень испугались. Где сейчас наша тень? Затмение сейчас проходит по горам на западе Турции. Через некоторое время, пройдя вдоль реки Ефрат, достигнет Персидского залива, а потом спустится к океану. Бабушка, у нас на Луне совсем нет рек. Расскажи мне о настоящей реке. Белые облака, покрывающие часть Земли, на самом деле повисшие в воздухе капельки воды. Изящно выглядят, словно сахарная вата, летают над землей и открывают нам волшебство воды.
Пары воды в воздухе способствуют сохранению тепла на Земле. Потом скапливаются и отражают солнечные лучи, помогая планете остыть, превращаются в капельки. По мере остывания воздуха растут облака, образовывая грозовые, засверкают молнии и в конце концов пойдет дождь. Реки образуются благодаря наполненным капельками облакам. Земное притяжение в основном с громом и молниями притягивает эти капельки воды на землю. Вскоре реки наполняются дождевой водой. Представьте, что мы движемся по бурной реке, образовавшейся в горах, вниз к океану. Вон наша тень снова вернулась на океан. О каждом месте, где она проходит, ты рассказывала великолепные истории. Бабушка, а ты не скучаешь по земле? Наверное, немного скучаю, но у меня всегда будут истории, которые я рассказываю, и земля будет всегда светить в мое окно над нашей колонией. Но после нескольких лет, проведенных в слабом лунном притяжении, ты не сможешь вернуться на землю. Максим, я узнала, что для человека дом там, где его семья. Кроме того, в то время, когда мои состарившиеся кости и мышцы не смогут больше выдерживать земного притяжения, я смогу провести со своими любимыми внуками еще много-много лет. Бабушка, а расскажи мне еще раз о динозаврах.